Здравствуй, мой друг, рад приветствовать тебя на канале Гримера. И сегодня мы с тобой продолжаем, собственно, изучать черную книгу. Пришли мы, собственно, на завод этот соляной в прошлый раз, в прошлой серии. Да, выделили нам тут отдельную избенку. Давай-ка мы с ней подразберемся тут, да. Что у нас тут? У нас тут 3 черта закончили свои дела. Дай отчет. Отчеты давай соберем. Работа выполнена. Все выполнилось. Так, давай посмотрим, что у нас тут. Животные, пожары, голод. Давай искать животные, пожары, голод. О, животные. Вот, собственно, где у нас? А, пожар, подожди, это пожар. Но пожары отправим. Собственно, что тут? Голод и животные остались. Порча. Животные, Ивашка, иди, животных, собственно, да. Голод ищем, голод. О, вот нашли, собственно, голод для Андрюшки. Андрюшка, иди, голод, собственно, насылай. Так, что у нас тут с тобой еще есть? Черная книга, что-то там она хочет от нас. Ну, я так понимаю, новые слова, говорит. Посмотри новые слова, может, что пригодится. Вот что я думаю. А это у нас не будет работать, кстати, по-моему. Знаешь почему? А я тебе скажу почему. Потому что у нас с тобой земля есть, земля русская. Русская земля, где она? Вот она, кладбищенская. И мне кажется, что из-за нее оно не будет работать. По-моему, именно из-за нее оно работать и не будет. Можем щуку взять одну. Собственно, наречистость белых слов увеличивать, если вдруг что. И если вдруг мы будем планировать защищаться, можно взять луны братья, собственно, да? Мне кажется, что да. Мне кажется, что так мы с тобой и поступим. Вот, пока что больше мы ничего добавлять не будем, докупать больше ничего не будем. Хотя вот это вот можно и взять. Крепенькое, смотри, какое. От вообще жест. Давай возьмем крепкий жест. Парочку. Не, один. Одного пока хватит. Вот, 28 карт. Нормально. Так пока и двигаемся. Давайте с Прошкой пообщаемся с Прошкой. Послушай, Прошка, ты видишь нечистого на заводе своим бесовским взором? А? Да нечисти везде полно. И на заводе повстречаем. Ленивая сука, даже не смотрел. Но это же не значит, что мы во всех бедах виноваты. А? Ну, часто как раз таки вы. Ну, вообще-то да, братан. Это все ваши росказни друг другу. Вон, погляди на меня. Добрый, пушистый. Не, ну ты зайка, базар. Всего один раз из девки вылез, как бы, и все. Ага. А кроме тебя-то я еще не знамо сколько чертей встречала. Так чё-то мало пушистых. Не, ну они почти все шерстяные были, к слову-то говорят. Ну, большинство, ладно, может не почти все, но там прям так, наверное, половина, а может и больше половины. Ты их просто плохо узнала. Да, я тоже так считаю. Мы это сразу пизды давали, потому что они что-то бычиные особо были. Ну-ну. Ладно, вот и пообщались, вот и поговорили. Посетители. Просители. Что ты нам скажешь, брат? А ну, просыпайся, рассвет уже. Ты охуел? Тебя Пахом зовет в контору. Чё ты, соленоска новая? Тебе ебало разбить, а, сука? Ладно, некогда мне. Дверь не забудь затворить. Ля ты, блядь. Бычиная псина. Я бы ему, нахуй, да, жопу бы да помыл, собственно. Ну что, получается, отправляемся. Дед Егор, а он там и остался. Зачем нам еще предлагают? Он-то у себя в избе. Основное задание, собственно, прогнать нечисть. По пути давай цеха-то мы осмотрим. Будем мы с тобой молодцы. Собственно, идем контора Усть-Боровского завода. Собственно, в этом здании управляющий работает, заводом заведует. Вот туда мы и пойдем. Несколько встретившихся вам рабочих кажутся испуганными даже в эти рассветные часы. Вы пытаетесь завести разговор, но при одном упоминании о пропажах они крестятся и поспешно удаляются.
В завод управления вы встречаетесь с Пахомом. Чё скажешь, Пахом? А, Василиса. Ну, я тебе завод помогу осмотреть. Большую. Ага, ну Да ладно. и богатство-то довольно. Соль все-таки. Но со мной везде пустил. Ну, естественно, ты ж тут главный. Сначала до насос сходим. Там Алексейка работал. Насос. Насосная башня, собственно. Первый этап добывания соли. Подъем рассола из скважины. Над ней устанавливается насос и защищающая, сука, его конструкция башня. Как меня бесит, что оно через время пропадает. Зачем? Потом в Варницу. Там Петр пропал. Варницу, собственно. Варница – здание, где производится выварка соли, испарение воды и кристаллизация. Можем и до амбара дойти. Там нечистого видели в ту ночь. Ладно. Готовы идти? Или узнать, что хочешь? Хочу узнать что-то, собственно. Ну, давай Что там с поговорим. Алексейкой на насосе приключилось? А? Пропал он первым. Как раз работал в ту ночь, когда рассол пошел. Ага. С тех пор про него не слышно. А может, это божок какой? Ну, типа, вот как было... Так. Вот так. Как было, собственно, с этим. Что там? Какой-то ручей, по-моему, да? Где мы достали статую, и все хорошо стало. Может, тебе что нового расскажут на насосе? Ну, может, что и расскажет. Готовы идти? Или узнать, что хочешь? Узнать, что хочу про Про Варницу. Петра расскажи, что в Варнице работал. Да. Он остатки соли унимал с Цирина в ту ночь. Унимал, собственно. Образовательный контент поехал, собственно, процесс сборки соли с Цирена. Огромные сковороды на особые носилы, сука, полоти. Рассола Да. не было. Вот мы позже и варить стали. Ну ладно, В Варнице подробнее расскажут. хорошо. Готовы идти? Или узнать, что хочешь? Что Амбар. там у амбара-то видели? А? Мы пытались выследить супостата. Она, по-моему, она Ночью тень рассказывала. углядели, хоть и в тумане все было. Ага. Но ее Тришка окликнул, тень-то так. Она как начала метаться. Что твоя рыба? Так человек не мечется. Какая моя рыба? У меня нет рыбы. Вот у амбара это было, где на баржу соль грузим. Ага. Ладно. Готовы идти? Или узнать, что хочешь? Ну, в путь. Все ясно. Пора в путь отправляться. Давай в путь дорогу. Давай дальше идем на насосную башню, собственно. Собственно, башня защищает насос от непогоды. Тут в земле скважина, из которой рассол-то и добывают. Ну, туда и пойдем. Туда и пойдем, мы с тобой туда, да. Перед вами вырастает высокий силуэт рассолоподъемной башни. Кажется, она нависла над заводом, как сторожевая вышка. Изнутри доносится размеренное шипение парового насоса. Ну, давай Иван, подойдем. поди сюда. Чё там? Это мастер у нас трубный, по бурению знаток. Этот пидорас меня разбудил, да, значит? А, Пахом, ты кого привел-то? Это девка знаткая, из Чердани. Алексейку поможет найти. Ага. А я и гляжу, космачом идет. Тьфу, векша пустоволоска. Ты чё, тебе ебало набить, падла? Космачом, с непокрытой головой. Я тебя... Блин, ты нахуй, где моя книга? Совсем умом поехал? Колдунов на завод водить. Еба... Ну, а то есть тебе нормально, что у тебя тут люди пропадают, как бы, да? Но не забывай, с кем говоришь-то. Вещи Алексейке покажи. Ага. А мы чё, бурили тут годами, спину гнули, чтоб ты колдовок водил, ага? Пидораса? Слушай, бля, он меня бесит. Он явно какой-то, блядь, черт. Чё ты ее слушаешь? Она, небось, не знает ничего. А ты-то, Слышишь, блядь, красавица, знаешь. Ты хоть знаешь, что на этой башне-то делают? Как используется эта деревянная башня? Для защиты, для подъема соли. Так, подожди. Она и для того используется. Первый этап – подъем рассола из скважины, над ней устанавливается насос и защищающая ее конструкция башня. Башня для защиты. От неприятеля... Да ёб твою Я мать! чё говорю? Откуда и знать про твою В башню? смысле? Она с нечистым знается. А теперь неси его вещи. Почему там для защиты, блядь? Вот как я должен был, сука, понять, что, блядь, для защиты от нечистого это ебанутая скажет? Пиздец. Рабочий выносит сверток, в котором вы находите клочок бумаги с неуклюжим стихотворением. Черноволосая краса, как смоль власа, как соль перста, как озеро глаза. Вот ведь плетет. Ага. Про кого он мог такое написать?
Может, какую девку из соленосов полюбил? Может быть. Ха! Это вряд ли. Там бы про соленые уши тогда было. Хе-хе. Не знаю, про кого это, мне он не сказывал. Да ты пидорас, потому что с тобой никто говорить не хочет, блядь. Ну, работать мне пора. Что еще хотели? Алексейку Что мне про расскажи. пропавшего парня рассказать можешь? А что тут рассказывать? Ладный парень. И на чап влезет, и смекалист. Механизм понимает. Ага. Выпить любит стервец. Ну, это Сейчас, небось, с Петром в кабаке каком пируют. сказали ж тебе, не в кабаке, он дурак, что ли? Не знаешь? Эх, попадись он мне под руку. Да, попадись. Он уже, видать, там это, доели его нахуй. Собственно, что там, нечистая Говорят, сила. чистый утаскивает заводских. Видел, что странное? А? Ага, шепотуньи ходят тут по заводу, вот что странно. Тебе ебало набить, а? А ну, говори, что спрошено. Да не видел я ничего. Сами узнаете, что нет тут никаких бесов. А куда ты, сука, людей деваешь, пидорюга? Ну, а может, он и бес. Мне кажется, он бес. Ну, пиздит как бес, знаешь. Что делал Алексейка в башне в ночь, когда исчез? Я его оставил за насосом следить, раз рассол пошел. А ну, перекрестись-ка, залупа рыжая. Может, сейчас и узнаем все, раскроем дело быстро. Особо ничего делать не надо, знай, приглядывай. Ага. Он, небось, заскучал, да в питейный дом подался. Да, блин, конечно. Ладно, короче, ясно. пошел ты в Спасибо очко. за помощь. Да, спасибо ему еще И говорить. что думаешь, сталось с Алексейкой? Пока не ясно. Черти были бы, так на месте бы задавили. Может, девка из стиха что-то знает? Где там Петр-то исчез? В Варнице? Ну вот в Варницу Да, она пойдем. вон там, за соляным ларем. Сначала до него сходим. Собственно, соляной ларь. Здание, где соляной раствол отстаивается, часть воды испаряется, и рассол становится более концентрированным. Ну, получается, пошли. В соляном ларе хранят рассол перед выворкой. Эта изба закрыта наглухо. Там же... Что? Чем не жилье для чистой силы. Ну, пойдем. А, мы можем сразу, кстати... А, подожди, стоп. А почему их два? Ну, соляной ларь и соляной ларь. Ебать. Ладно. В путь. По дороге к Варнице Соливара окликает один из рабочих и начинает расспрашивать о пропаже. Пока Пахом занят разговором, вы решаете оглядеться. Ну, давай, оглядимся. Так, что у нас? Тут Следы. широкий след. Будто тащили что-то. Может, мешки с солью. Может, мешки с солью тащили. Чё ты это? О, трава. Вижу траву, иду с травой. Разрыв трава, собственно, соляной ларь. Экая изба странная. Ну, как бы странная, не странная, а ларь-то солевой, собственно. Царапины. И что чё? На просоленном бревне огромные следы когтей. Ага, блядь. Пиздец. А я еще одну траву увидел, к слову-то. Так, собираем еще одну. Еще одна травушка. Травушка-буравушка. Так, можем мы туда вот пойти, как бы вокруг. Вокруг да около не можем. Ладно, пошли вмешиваться в разговор. Мы девки-то бесцеремонные, блядь, нам приглашения не надо. Пора нам. А ты за работу принимайся. А вот как они носят ее. Погоди, не зря мы у ларя остановились. Ага. Я на нем следы когтей заметила. Такие только у силы нечистой. Где они? Ох, Господи Иисусе! Иисусе, помилуй. Нужно мне взглянуть, что там внутри. Ну Ага. что стоишь? Открывай! Ох, Пахом, не гневайся. Ключ потеряли от двери. Долбоёбы, блядь. Ай. Ну, бревна разбери. А? Так сильно просолились что-то. Ага. Нам нужно открыть сегодня, пока еще кого нечисть не задавила. Да-да. Делай, что велено. А мы пока до Варницы сходим. Ладно. Ладно, собственно... ну вот мы, собственно, вот так вот и вернемся, я так понимаю. Да, собственно, идем в Варницу. Пойдем, сходим. Что нам там расскажут в этой Варнице? В Варнице царит палящий полумрак. Вы вспоминаете ваш визит в Междумирье во время посвящения ведьмы.
Озноб пробирает вас от одного взгляда на раскаленный цирен. Цирен, собственно, огромная сковорода, на которой рассол кипятится до испарения воды и получения соли. Нихуя, я-то не думал, что она настолько огромна. Блять, а техника безопасности, ее вашу мать, в деревянном доме, блять. Хоть бы из камня сложить. Ну, блять, печь деревянная. Что совсем ебанутые? Эй, там! Ой, Бросай мешок! блять. Спросим тебя про Петра. А? Здравствуйте, батюшка. Давай. Ты с Петром работал? Что про него расскажешь? Так я... А что рассказать, не знаю. Робил хорошо, все стараемся. Ага, ну, блять, да. Расскажи, стараюсь. Вот как-то так. Ладно, Чем работа. тут Петр занимался? Да как все. Пермянку варил. Эх, силач. Ладно, на палате подавал. Ага, Так это, он вообще баско соль-то подавал. Тут умение надо. ага, Не пьющий, ничего. ага. Ладно. Слышал про окаянного? Может, видел кого? Так слышал, Господи помилуй. Но миновало. Ничего такого не видел. Ну, всех, кто видел уже, блядь, на том Батюшка свете. говорил, что кроме мы вот тут сами этого. как черти в пекле. Ха. Кстати, да, фильтр тот же наложили, между прочим, Я на тебе локацию. покажу чертей. Болтай, да не забывайся. Ой, прости, батюшка. Не подумал, что сказал. Ага. Видел что-то необычное? А? Так ничего такого. Трудимся вовсю, матушка. Ага, Слышал, ладно. только Петр-то накануне говорил, что жениться собирается, отча. А, Это еще что за новость? На ком? а? Так вот странно, ага. До сих пор не слышал, что сватался он. А тут про красавицу какую-то заговорил. Пиздец. Вот эта девка всех их и перебила к хуям. Черноволоса, белокожа. Вот про такую рассказывал. Я вот Ведьма. думаю, может, к ней избежал? Ведьма из Left 4 Dead прибежала. Сука. А вот про кого я в прошлой серии говорил же, напугали деда. Вот, собственно, и она вам, да. А в путь, ну, в путь дальше Здесь пойдем. не похоже, что нечисть ютится. Нужно другие места осмотреть. Похоже, как будто она тут, блядь, родилась, нахуй, эта Ты иди нечисть. сама дальше, а я погляжу, что там с ларем соляным сталось. Ты, парень, со мной пойдешь, подсобишь. Ладно, ну, собственно, да. Уже темнеет. Поторопи там работников своих. Вот-вот. Вот-вот, и что мы весь день тут шаблались. В амбар пойдем. Пойдем заглянем в амбар. В амбаре хранят соль после выварки. Потом из него грузят на баржи и в Новгород на ярмарку. А, нихуя, тут речка прям, да. Собственно, ну в путь дорогу, шо. Шо уж, в путь дорогу. Угрюмым великаном вырастает амбар. Здесь хранят соль после выварки, а затем грузят ее на баржи. Внезапно во мраке приоткрытых ворот вы замечаете мохнатый силуэт. Мохнатый. Вы оглядываетесь и видите, солнце уже почти полностью скрылось за горизонтом. Давай чертимся Вы к хуям чертите круг сразу. как раз вовремя. Из мрака является нечистый. Умная. Ну, к бою. К бою, ребятушки. О, мохнатые, кстати, сука, кот, пидорас. Пиздел, что не мохнатый, бля, расскажи. Сука, на 10. Блин, ну вот так жалко на него что-то тратить на самом деле. Что ты делаешь? Паралич. Паралич ты на меня наложишь. Паралич ты на меня, собственно, планируешь наложить. Собственно, да. Ну, давай чуть подобираем еще. И немножко код сам заблокирует все. И давай мы тебя... А есть что-нибудь у нас урон увеличивающее? Снимает яд, снимает порчу. Количество приказов. Та-та-та. Полностью поглощает урон так противника. Порча на противника 3. Кстати. Вот так вот мы все и порешали. Раз. Два. Ну и все, молодой. Тебе точно хана. Ты на следующий ход помрешь, шерстяная ты. Штука. 8 хп, все. Смотри, сейчас ход начинается этот. Там что-то вот эту хуйню какую-то свою делать. Да, паралич, траву не можем использовать.
Собственно, а какая мне хуй разница, если я тебе сейчас ебальничек-то разнесу, псина? На 22 говоришь, а это... Собственно, вещи, горящая кровь, крада. А, ну, собственно, да, это вот это вот. Порча на врагах увеличивается на 1 при каждой потере здоровья. Угу. А слово вычеркивается из книги, жертва носит там 3, удваивает защиту. Бля, ну залупа какая-то. По-моему, конечно. Синий камень, собственно, складной давай возьмем регенерацию. Возьмем, пожалуй. Ну так. Леса и реки, не убивай меня, бесячка, прошу! Ты кого бесячкой назвал, паскудник? Бесячка? Векшицы меня часто зовут, но чертом впервые. Да-да. Глаза-то разуй. Давно суседки колдунов за чертей не принимали. Ага. Так ты не тот бес, что в соляном ларе поселился. О, вот мы, собственно, и разгадали дела. дело. Собственно, да, бес из Черт, ларя. говоришь, в ларе живет? Расскажи мне. Видел его? А? Не видел, но мы тут все его чувствуем. Он солью явился, теперь людей жрать начал. Нихуя он лютый какой-то. Ну дела. Ну, дела, да. Нападение. Почему на меня напал? Ты заводских поубивал? Да не он, ну бес, дура, что ли? Нет, я мирный дух. Бес из ларя их уморил. Ну, даже банники скажут, что творится. Ага. Ух, ну дела. Собственно, а ты-то Ты сам-то... на суседку похож. Да, Что ты блядь. за дух такой? Это еще раньше было понятно, что он соседка, он же сказал. Я Кот, в смысле. суседку и есть. Тут изба стояла, а хозяева забрать меня забыли. Ага. Да, я вот думаю, а как забрать их, блядь? Ну, типа, что, блядь, подмышку вот эту залупу вот шерстяную взял и понес? Или как это выглядит? Потом в амбаре стал жить, когда его выстроили. Ага. А сейчас что творится? Пиздец. Ух, ну дела. Да, ну дела, конечно. Пора мне Попрощаемся. дальше идти. Полночь скоро. А с тобой что делать? Ну, а давай оставим, что его. Ты тут оставайся. И дальше амбар охраняй. Убивать не будем. За что его Демон убивать-то? кивает и растворяется во мраке. Ну, смотри, зайка же. Пусть амбар охраняет. Чем его? Зачем убивать его? Коли ей не надо бани. О, собственно, старая банька, может, еще со времен до того, как завод поставили. Ну, видимо, да. Собственно, он нам сказал, банники нам что-то расскажут. Пойдем у банников мы-то и поспрашиваем. Поспрашаем, да. Сейчас придем, а там уже Вы всех мужиков открываете хуям дверь в перебили. заводскую баню. Внутри старого серого здания чувствуется присутствие нечистой силы. Вы делаете несколько шагов внутрь, и вокруг вас появляются банники. Поговорим с И ними. шагу ближе, окаянные. Не гневайся, сударыня. Оставайся с нами, банницы. Ага. Будем жить в ладу и здравии, заводчан пугать. Тебе можешь пизды валить, паскуда. Что? Кого Думаешь, я банницей Абдулиха? назвал? А? Ну так мы все тут почуяли новую нечисть, а давеча видали, как ты во мраке гуляла. Ага. Точно дом свой искала. Ты же у нас оставайся, а мы тебе дары поднесем знатные. Не, предложение, конечно, заманчивое, но вы, ребятки, ошиблись адресом. Думаю, нам это не помешает, Воздерига. Дары, говорите? Вот как бы хочется их наебать, но давай скажем им правду, чтобы по итогу они нам рассказали про эту вот шалашовку. Какая я банница? Я колдунья обычная. Ну, ну-ка. И то верно. Живыми смердит. Ну да, Как-то братан. где-то банницы, что мы видали. Как она выглядела? Банница, Может, ты я говоришь, помогу? да? Да как бледная, волосы длинные. Ну, точно банница. Как? Я бы банницу бледной не назвала. Вашей я не видела, но тоже этого духа ищу. Да-да. Идешь, к нам направь. А пока пойди прочь. Живым тут ночью не место. Ну, такое ж... Найдешь к нам напротив. Чисто сидят вот это вот. Духи исчезают под полком и оставляют вас в одиночестве. Остается только продолжить путь. Ну, продолжаем. Что уж тут? Пойдем. А, стоп, не пойдем. На берег мы пойдем. Слушай, кстати. 3, собственно, энциклопедические статьи у нас тут
про соль, про соляные скважины и про Варницы, собственно, тоже почитай. Да. Да, ну да. Вот. А мы пойдем дальше, мы пойдем на берег Камы. Мне кажется, это вот паскуда, про которую писали, на которой женились, какая-то бесячка лютая. Собственно, берег Камы. Сольварные заводы у реки строят. И рассол легче добывается, и на барже грузить удобно, чтобы на продажу соль везти. Ладно, пойдем, поглядим, что там, посмотрим. Чего в кузницу не могу зайти? Может, там в кузнице тоже кто есть. Вы подходите к берегу реки, замечаете у кромки воды черный силуэт и, замерев, раздумываете, что делать дальше. Да дед. Возможно, это и есть та самая нечисть, виновница пропаж Соливара. Да это дед, посмотри, дед обычный. Фигура вздрагивает от звука вашего голоса. Оказывается, вам повстречался припозднившийся рыбак из ближайшей деревни. Я говорю, ж дед, а ты мне, да, блядь. Не боишься по ночам рыбачить? А? Говорят, тут нечистая сила водится. Не боюсь, у меня берег есть сильный, с ним никакой нечистый не страшен. Что за оберег? Я даже сам видал этого нечистого. Ага. Что за оберег-то, блядь? Что за оберег такой? От бабки одной достался. Вещь-то хорошая, даже беса отпугнет. Братан, они все на одну ебало, но та штука, по-моему, сильнее бьет. О! А подожди, купить Может, оберег. о цене договоримся? Мне от нечистого пригодился бы амулет. Чё, тоже бесяков боишься? Ну почему нет? Вот он, смотри. Ага. А что за оберег-то? А вот этот вот чертов нихуя себе. Чертова копыта. Копыта, оставшиеся от сгоревшего черта. Пахнет паленой шерстью. Стойкость к статусу с глаз. Собственно, стойкость не может быть наложена на нас. Собственно, этот с глаз. 5 урона на противника. Порча. Паралич. Копы. Слушай, а в карты... А может, могли у него в карты его и выиграть? Давай купим. Ну, посмотрим. А зачем? А купил и сразу продам. Ну, так, собственно, а почему бы и нет? Вот это вот мне не нравится. Венок Абдирихи давай продадим. Собственно, мертвую сороку я тоже думаю, давай сразу продадим. И гребень тоже. Я шо гребень? Я не гребень. Мне вот гребень не нужен. Собственно, тоже продадим. Из травки, я думаю, давай купим грибочков вот этих. Непонятно, зачем они нужны. И вот этот грибочек тоже прикупим. На всякий пожарный. Рыбачок. Не боишься по ночам рыбачить? Не боюсь, у меня... Я даже сам видал этого нечистого. Как бес этот выглядит? Да никак. А потом в воду бросилась, как я подошел. Берег. Вон оно чё. Подожди, Хорошего Да, блядь, назад, Не рыбак. боишься по ночам рыбачить? Говорят, тут нечистая сила водится. Ты мне не дорассказал вещичку одну. Не боюсь, у меня... Я даже Да, это сам я знаю, видал это я знаю. нечистого. Нечистый, Как бес рассказывай. этот выглядел? Да никак. Тень черная у берега сидела, волосы чесала. Ага. А потом в воду бросилась, как я подошел. Русалка. А берег, вон оно чё. Русалка, получается. А вот мы и нашли, получается, видимо, водную эту печатку, да? А ну-ка, Что за что-то. оберег? От бабки Ты мне одной там достался. предлагал. Вещь-то Ну да. хорошая, Ну да. Даже беса. Подожди, блядь. Не боишься по ночам рыбачить? Не боюсь. Я даже сам видал этого... Что за оберег? От бабки одной достался. Вещь-то... Может, о цене договоримся? Чё, тоже бесик? Оп. Не ожидал. Я тоже. Собственно, что я могу тебе сказать, друг мой? Получается, с рыбачками мы со всеми тут людьми и не людьми поговорили. Можем, собственно, идти в соляной ларь. В путь в соляной ларь. Уже стемнело, а рабочие до сих пор не могут вскрыть соляной ларь. В глазах людей вы замечаете беспокойство. Пахом расхаживает из стороны в сторону и раздает команды. Кажется, он обеспокоен больше других. Ясен хуй, они подохнут, это на его совести будет. Ляп, беснуются, бесоебят птицы. Собственно, опа, травушка, буравушка.
Давай быстрее топай. А почему мы сразу разрыв травой не ебанули там все, а? Так, ну давай тут еще чутка вот так пройдемся. Может, что будет, может. Дверь в ларь, давай посмотрим. Вроде ничего Чувствую, нету. колдовство здесь бесовское. Разрыв трава поможет открыть. Отлично. Рабочие пытаются дверь выворотить. Ну, пойдем, что? Пойдем поговорим с Пахомом, скажем, сейчас я разрыв травой все ебану, а Вот вы тут по домам. возьмись. Давай. Раз, два. Кажется, знаю я, как дверь открыть. Да и что за нечисть вас донимает, я догадалась. А я... Какая нечисть виновата в пропаже соливаров? Так, в водяной баннице русалка. Работники твои все Да про вы ебать. красавицу какую-то говорили. Один-то жениться хотел, пока его, видать, она не задавила. Жирная русалка, видимо. Похоже, в соляном ларе водяница-фараонка завелась. Водяница. Собственно, русалка, а вредоносный дух утопленницы, да, в отличие от прочей нечисти, очень привлекателен, чем используется для заманивания молодых парней на глубину. Также чертовка, водяница и шутовка и другие. Собственно, да, имена ей тоже принадлежат. Ой, Господи Иисусе. Сейчас скроем эту дверь, так я покажу этому нечистому силушку русскую. Поэтому, кстати, у пиздюков и не нашли, она их утопила к хуям. Погодите, я на дверь пошепчу. В сторону отойдите. Дайте векшице свое дело сделать. Ага, ты пидорас меня тут поносил весь день, а тут неожиданно это, да? Вы произносите слова заговора и прикладываете разрыв траву. Кажется, дверь в соляной ларь теперь открыта. Ну вот и все. Бля, это тупые. Колхоз. Ёб твою мать. Чё сидим? Бля, соль-то хуёвая теперь будет, я вам Ваши так скажу. предположения оказались верны. В соляном ларе поселилась русалка. Быстрым движением вы чертите круг и раздумываете над дальнейшим шагом. Угу. Да ебало ей набить я бы. Ну давай сначала поговорим, потом ебало набьем. Чё зеваешь, сука? Кто тут шумит? Еще луна же не взошла. Я Батюшки, сколько покойников. Покойники? подлюка. Они только спят, голубушка. В смысле, блядь, спят? Ведь луна Там повешенный еще не был. взошла. Как же они могут спать, если я отсюда мертвечину чую? Ну, если ты настаиваешь, я могу разбудить моих друзей. Ага. Ебало ей, давай набьем, что-то она бычная какая-то паскудница. Собственно, а чё ты делаешь? Призывает, да, собственно, другую нечисть. Ну и хуй с тобой. Чё тут, господин? Все малые исчезнут в случае смерти этой нечисти. Ну вот, собственно, и как бы да. Давай благословимся. Собственно, пару нав тебе поебалу за сандалием. Я бы, конечно, еще и без колдуна кинул, но не буду пока что тратить, потому что вдруг эта подлюка на себя что-нибудь навесит. И как бы все. Пока что так ее поковыряем навами нашими под благословением. Получила. Получай. Чуть-чуть. Ну, на восьмерочку будешь. Нормально. Хотя могли бы там нормально сандалить, наверное, без колдуна. Как это грубо. Ага. Тревожить меня с моими друзьями-соливарами. А ее-то ты как затащила? Ничего, недолго тревожиться будешь. Понимаю. Фемки напали. Собственно, что у нас тут? Ага. Оно еще и 13 и порчу вешает. Собственно, да. Малой. Ну, малой так малой. Давай, собственно, по главной полупим. Полупим по главной, полупим по за... Лупим по главной, да. Количество приказов в книге давай, собственно, увеличим. Давай чуть-чуть мы защитимся, хотя бы на 5 отсюда. И давай-ка мы ее... Я бы еще, наверное, защитился. Есть у нас что-нибудь еще на защиту? Хотя, слушай, а можно вон, типа, вот так вот сделать. Наверное, это будет самая лучшая защита для нас сейчас. 14.
14. Еще. И еще. И, собственно, защищаемся. Еще 8. На, вдогоночку. Ну, собственно, что там? Тут чуть-чуть все-таки пронесет, а это на 20-очку ударит. Да, больно, да, неприятно. Но у нас там есть, во-первых, трава, которая на 20-очку полечит. Во-вторых, что ты тут надумала? На 30 полечиться. На 30 хочешь, да, значит, полечиться. Уверена, что сумагешь. Подожди. Количество приказов. Так вот, убираем. Благословляемся. Килу в тебя, килу в тебя, килу в тебя. Жест в тебя. Без колдуна в тебя. Завершаем ход. Кажется, она скопытнет сейчас. Посмотрим. 15 нава. 15 нава. Уже 30-очка есть. Киллы бьют там еще сильнее. 21 раз тебе. 21-2 тебе. 21-3 тебе. Вот, собственно, и поговорили. Задание выполнено. А что это? Почему их можно выделить? Типа награду выбрать? Наверное. Не знаю. Ты охуел? Ты кого тут называешь? Своим черным колдовством. Меня батюшка мой защищает. Какой? Покажи, я ему пизды тоже вломлю. А без меня ни соли здесь не будет. Ни вечной жизни. Че это? Русалка ныряет в рассол и исчезает. Утопленники падают без дыхания и, кажется, замирают навечно. Вокруг на мгновение воцаряется тишина. За спиной вы слышите звуки открывающейся двери. Кажется, Пахом нашел в себе смелость забраться в ларь, прихватив с собой икону. Да воскреснет Бог, расточаться врази его. Ну, ага. Все. Уже расточились, братан. Долго ты думал. Слава Богу! Ну спасибо тебе, Василиса. Да нет, нет. Подожди радоваться. Она сбежала, но за собой увела и всю соль. Седлай коней. Надо нам с дедом Егором посоветоваться. Да. Ну что замер? Давай живей, торопиться нужно. Да? Сей момент. Правильно, у нас пока, блядь, не наорешь, сука. О! Родимый родной Чичардинский уезд, собственно. Вот мы и вернулись. Собственно, пизды окаянному выписали мы, да. Водяного мы довольно быстро нашли. Осталась книга ее помазать. Вот. Но этим мы с тобой, друг мой, займемся в следующей серии. Пока что можешь пойти в комментарии, собственно, там написать, что думаешь по всем этим поводам. Вдруг что-то мне хочешь рассказать, расскажи. Вот. Также, помимо всего этого, собственно, поставить лайк не забудь, подпишись на канал, если не подписан. С тобой был Гример. Увидимся в следующих сериях.